Привет! В этом видео делаем сплав по Березине. Стартуем здесь, финишируем здесь. От места финиша до старта бежим трусой 4 километра по такому маршруту. Сплав на плотике Андатор будет занимать около 6 километров, и вот его маршрут. Вдохновляемся осенней березиной. Ловим вот такую рыбу, бежим в 3 раза больше запланированного маршрута из-за ошибки. Готовим еду, пьем чай, наслаждаемся видами. На Березине плотик затихарил, спиннинги тоже. Сейчас еду пару километров, по-моему 2,7 или 3. Ну и пробегусь сюда и начнем свой сплав. Дает солнце, рассвет. Дорога занимает всего несколько минут, и вот мы уже на месте высадки. Здесь будет у нас, по-моему, плавно, если никто не займет место выхода. Так, сделаем небольшую разминку. Побежали. Вот, значит, Люба сегодня не дала поспать. План должен был стать 4:30. Но Люба решила в 3:30 полночь. Поэтому собрался пораньше, приехал как обычно. Хотел на рассвете, но уже прошел рассвет. Ну ничего страшного. Главное, что сегодня с микрофоном слушал внимательно, что не советует. Все мои зрители. Буду стараться более четко говорить. И ничего. И не так быстро. Да и ролики покороче делать. Конец сентября. Прям тепло. Температура около 16 градусов. На улице 22-24 сегодня обещают. Посмотрим, что с этого будет. На рассвете. Это просто такой режим у меня жаровый. Спасибо, Любы, за это. Вот. Все замечательно. Декор. Еще молодцы здесь. Все дома. Некоторые скромненькие, некоторые не очень. Но все стильно. Все ухожено, все пострижено. Радует. Вот. Сегодня я ограничен по времени. Круга 15 на йогу. Значит, мне надо выехать в 1:30, наверное, самое крайнее. Значит, закончить рыбалку надо в час. Чтобы успеть поесть, собраться, пить чай. Это минимум. Сплав начнется где-то через минут 15-20, пока оденусь, то есть 8 часов, то 5 часов. Не так много, конечно. Тут собака. Фу! Кого? Все не пропускает. Места былой славы. Вообще, конечно, Березина очень интересная, потому что антропогенное вмешательство было колоссальное. Что, посмотрим, украли мы плотик или нет. Все-таки какая же красота. Плотик на месте, все на месте. Так, у меня фейл. Я забыл ласты. Поэтому побегу обратно за ластами. Еще 3 километра. А то и 4 через собаку. А потом обратно 3. Итого десяточка. Зашибись. Отлично. Второй интервал. 3 километра до машины. Зашибись. Внезапно на дороге возникает автомобиль, сигналит мне и говорит, что готов мне подбросить 2 километра. Я не отказываюсь. Такие вот добрые местные жители в 8 утра готовы подбросить незнакомого человека моих габаритов. Но оставшиеся 2 километра я добегаю к автомобилю, собираю свои ласты, беру с собой, закрываю машину и бегу обратно 4-4,5 километра по уже известному мне маршруту. И вот я прибегаю снова к своему плотику, плотик в порядке, все на месте. Итак, сделал небольшой обзор на плотик Андатора. Размеры его 160, это его длина. Грузоподъемность 130 килограмм. Состоит из 2 баллонов, 2 ящика. Вот сзади у него имеется электромотор, это уже мой апгрейд, который бесщеточный, кстати, реверсивный. Значит, в сумках у нас в одной сумке аккумулятор и регулятор оборотов. Это сиденье,
Это вот небольшой столик для замера рыбы. Также он для безопасности, чтобы вы просто не упали вперед. Вот, теперь по апгрейдам. Значит, заводское сиденье довольно низко лежит в воде, поэтому пятая точка всегда мокрая была, и в холодную пору это не очень безопасно. Поэтому я купил дополнительно Air Deck, который увеличил высоту, и, соответственно, ногами стало так удобно. Поэтому, зато пятая точка теперь сухая. Ввиду чего я сделал крепление для столика P-образное, увеличив высоту на 10-15 метров. Соответственно, ноги могут теперь спокойно помещаться и удобно работать. Так, теперь посмотрим, где у нас лежит аккумулятор и регулятор оборотов для электромоторчика. Также там лежит так называемый парус, подводный парус, который способен давать ход, даже когда сильный ветер дует и возникает парусность и вас обратно тянет против течения по реке. Также есть холоддиппер с креплением. В принципе, это вы уже все видели. Ну и сами крепления удилищ 2. Вейдерсы с термобельем я использую до температуры 14 градусов воды. Ниже этого использую неопреновые до 7 градусов. Ниже 7 градусов я воду уже не захожу. Считаю это небезопасно. Красавица Березина является самой длинной рекой Беларуси. Рыбалка здесь всегда, на удивление, разнообразна. Я сделал спуск на воду. Погода отличная, небольшой ветерок, фоновая глубина около 3 метров. Пробую бигбейт, делаю множество забросов. По дороге меня кусают оса в губу, когда я пробовал отпить напиток. Когда вышел на старицы изотону, увидел рыбаков местных и десятки кружков. У них, к сожалению, ничего не было. В этом же месте у меня случилась дикая поклевка. Щука прямо около ног вышла к моей приманке. Все берега усеяны туристами. Вот, собственно, вы можете видеть. Делаю забросы под них. Туристы-рыбаки, в принципе, при мне прямо отпустили щуку, что меня очень порадовало. Вот я вышел в широкий затон. Ветер такой силы был, что я не смог его толком отлить, меня тянуло просто против течения обратно к месту старта. Фоновая глубина 5-6 метров. Я решаю, что надо двигаться дальше, потому что времени в обрез. И вот этот берег весь усеян колышками отставок. Их тут десятки, через каждые 10 метров. Всю рыбу тащат мешок, мимо проносятся лодки. Делаю забросы, понимаю, надо менять тактику, потому что всю рыбу просто распугивают, или выбивают. На отмеле сразу начинает клевать окунь. В принципе, вот клюнул окунь, там 350-500 грамм на тимогалон. И сошел, собственно. Делаю еще забросы, прям под бровку. Есть удары. Вот при мне рыбаки ловят крупного окуня. Пацак, спрашиваю на что? Говорят на тейлспиннер. Решаю последовать их примеру и тоже беру тейлспиннер. Savage гировский фет. Завершаю проводку своего бигбейта. И получается сразу же множество поклевок. Одна из них, вот, в принципе, отображена на видео. Но окунь сошел. Был еще исход. И все время сход. Меняя тактику, беру снова дургу. Уменьшаюсь в размере значительно. Сразу же следует поклевка небольшого шнурка. Взял на фоновой глубине 1,7. Как-то за бок даже взял. Не будем это засчитывать. В принципе. Такая карманная щука все равно. Сразу же уплывает. Плыви, красотка. Меняю тактику, ухожу на отмели, где быстрое течение и лодки просто не могут взять. Вижу какой-то всплеск, кидаю туда хамсина и получаю мощнейший удар. По сопротивлению я понимаю, что это не щука, не окунь. Думаю, это, скорее всего, или голава, или жерех, но по сути по напору это жерех. И вот я его подтягиваю и смотрю, что это. Да, это действительно корсар. Небольшой, но очень такой плотненький. 40-сантиметровый жерешок. Взял на хамсина, подарил дичайшую поклевку на отмель. Глубина, к слову, тут порядка 60 сантиметров. И небольшой свальчик, была струя. Я понимаю, что в этом месте 100% должна была быть рыба. И я не ошибся. Сейчас его отфоткаем, отцепим и отпустим. В процессе вываживания я ломаю свой полипропиленовый столик, и теперь у меня нет крепления, и я могу просто упасть вперед. Так, решил сделать замеры этого жереха, так как все время в видео у меня возникает вопрос, какая там длина и что нет.
Это так, формальность для себя сделал. В нем сорокет. Он очень упитанный, пропорциональный, толстый. Немножко отличается от тех жерехов, которых я ловлю на Немане. Все-таки у нас более прогонистые. Они длиннее, значительно длиннее, и при этом меньше по весу. Этот такой, не знаю, какой они вес, думаю, грамм 850 килограмм у него точно есть. Еще раз делаю фотографии, чтобы это все было. Я уже представил их. И, конечно же, я его отпускаю. Ну что, пока-пока. Спасибо за чудесную поклевку. И продолжаю дальше ловить на отмель. Вижу, что места перспективные, где чуть более пологое течение. Кидаю в оба, тинемоголон и сразу же получаю очередную поклевку. Это небольшая щучка, до 30, не знаю, около 30 сантиметров. Села на тинемоголон. В принципе, я сейчас возьму, цеплю и отпущу максимально быстро, потому что вижу, что это последние метров 300-400 перед самым берегом. Дикий ветер и течение не дают мне просто встать, поэтому приходится ловить уже экстрем. Плюс я ограничен во времени. Все, щучка отцеплена. Теперь я ее быстренько отпускаю. Вообще понимаю, что вся моя рыбалка начинается здесь, потому что здесь я уже получил это не первую поклевку, вот такая маленькая щучка. Конечно, размер не очень, но главное в этой задаче уйти от нуля. Итак, получаю еще несколько поклевок на тинемоголон. Щука благополучно отгрызает хвост. Также вот этот виброхвост приносит мне около 7 поклевок и ни одну реализацию. Сильный ветер не дает мне доплыть до конца. Принимаю решение выходить здесь. Итак, что сегодня я ловила? Savage гировский Tail Spinner, хамсин, принес жереха. Вот этот виброхвост дал огромное количество поклевок. Прямо радовала меня сегодня эта приманка, но ни одной реализации. 2 щучки взято было на тинемоголон, и на дургу была поймана одна щучка. Ну, конечно, самую приятную поклевку сегодня я увидел на именно вот это. Но, как обычно, ни одной реализации. Не понимаю, что с этой приманкой не так, но продолжаю ловить. Ну что, поедим на обед, попьем чайку.